В этом видео мы покажем 5 интересных мест Закарпатья. Руины средневекового замка, бескрайние лавандовые поля на фоне гор, красивый парк со старинным мостом, каскад водопадов и самая большая полонина Карпат. И все это недалеко от Ужгорода. Всем привет из Ужгорода! С вами бурячки-мандрівнички. Если вы уже нагулялись по Липовой аллее, то это видео для вас. Мы покажем вам 5 интересных мест недалеко от Ужгорода, куда можно легко добраться на машине. Давайте посмотрим. Наша первая локация – Невицкий замок. Он находится всего в 20 минутах езды от центра Ужгорода. По хорошей дороге можно подъехать почти к самому замку. У его подножия когда-то был туристический центр, и дорога к замку проходила по его территории. Сейчас на месте этого центра построили курорт Верховина. Территорию огородили забором и построили дорожку в обход. Тут много ступенек, но для маломобильных посетителей и посетителей с детскими колясками можно все еще пройти через территорию курорта. Есть и преимущества. Дорога аккуратная, вечером есть подсветка, а возле замка поставили лавочки и урны. Еще в 12 веке здесь были первые оборонительные укрепления. Вначале они были земляные и деревянные постройки. Потом замок стал каменным, но, к сожалению, до наших дней он сохранился в не очень хорошем состоянии. Скорее, это руины, но тоже интересно посмотреть. Самая отреставрированная часть замка – трехэтажная башня-донжон. Здесь владельцы замка жили и прятались при осаде. Но подняться на нее мы не смогли, дверь внизу была закрыта. Центральную часть Невицкого замка реконструкция пока не коснулась. Тут можно заглянуть в помещение по периметру и посмотреть внутренний двор с бывшим колодцем в центре. И первый раз я был тут 20 лет назад с детским лагерем. Когда вечером все уже легли спать, мы с друзьями пошли на территорию замка искать погандивку. По легенде, это хозяйка замка, очень злая, которая терроризировала местное население. И в итоге ее поймали и сбросили вот в этот вот колодец, который за моей спиной. И теперь привидение этой погандивки выходит из колодца и каждую ночь летает по замку. К сожалению, мы никого не нашли, но было интересно. Гуляя по замку, понимаешь, что раньше это было мощное оборонительное укрепление с толстыми стенами и бойницами для лучников. Ну а в наши дни это приятная локация, чтобы провести летний вечер, наслаждаясь видами на реку Уж и Ужанскую долину. А еще тут очень красивые закаты. Ну а если проехать чуть дальше от Невицкого замка, можно попасть в еще одну интересную локацию. Сюда обязательно стоит приехать в сезон цветения лаванды. На Закарпатье в Перечине есть такое вот очень красивое место. Огромные поля, засаженные лавандой. И все это на фоне гор. Выглядит очень впечатляюще. В поле много интересных фотозон. Желтая машина, велосипед, лавочки, корзинки, букеты лаванды, качели. Людей много, но и территория огромная, поэтому никто друг другу не мешает. А еще здесь есть кафе и магазин. В кафе можно попробовать напитки и десерты из лаванды, а в магазине целый ассортимент товаров приятного лавандового оттенка. Здесь есть и чай с лавандой, и мыло, и лавандовая косметика, мягкие игрушки и куклы, и даже сладости, например, лавандовый конфитюр. Место называется Лавандовая гора. Вход сюда стоит 120 гривен.
Мне нравится приезжать вечером, когда солнце уже не такое яркое. Ну и закаты здесь очень красивые. Еще одна интересная локация – курорт Воеводина, в часе езды от Ужгорода в сторону Перечина. Вход на территорию платный, для взрослых 100-150 гривен, детям до 12 лет бесплатно. Если приехать до 10 утра, то взрослым тоже можно зайти бесплатно. После оплаты дают буклет с картой курорта. Кроме отеля, тут есть еще несколько ресторанов, конный клуб, бассейн, спа-центр, рыбалка. Ну и самое интересное – красивый парк с озером. Территория большая и ухоженная, тут легко можно провести целый день. Мы подходим к самому парку Шенберна. Роду Шенбернов принадлежало много земель на Закарпатье. Парк тут был заложен еще в середине 19 века, но через время пришел в упадок. 10 лет назад отреставрированный парк открыл двери для посетителей. Точнее не двери, а ворота. Гости заходят в парк через огромные ворота, которые символизируют портал между двумя эпохами – современной Украиной и Австро-Венгерской империей. На машинах тут не ездят, зато можно прокатиться на лошадях и даже на карете. В парке много лавочек с гербами государств, которым принадлежало Закарпатье в разное время. Приятно посидеть с красивым видом на озеро. Мы приехали сюда летом, но, говорят, парк особенно красив осенью. Нам тут очень понравилось, и хотелось бы приехать сюда еще и в сентябре-октябре. На озере есть причал с красивыми декоративными рыбками. Начался дождь, и миллион кругов на воде сделали озеро особенно красивым. К счастью, дождь быстро прошел и не особо нам помешал. А это специальная лавка интроверта. Если вы устали от общества, то она для вас. А здесь такая вот композиция из камней в виде разных сумок, рюкзаков, чемоданов путешественников. Композиция называется «Земля Франца Иосифа», и она в честь знаменитого архипелага в Северном Ледовитом океане. Этот архипелаг открыла австро-венгерская экспедиция, и в ее составе был и закарпатский известный путешественник Юлий Кепиш. Главная достопримечательность парка – старинный мост 4 евангелистов с красивыми отреставрированными скульптурами. А еще здесь есть памятник императору Францу Иосифу, потому что он бывал в местных лесах на охоте. И памятник его жене. Наверное, в парке живет много ежиков, потому что здесь для них даже есть пешеходный переход, а сразу за ним старинная мельница Святого Яна. А дальше по дорожке можно пройти в лес и устроить здесь пикник или просто прогуляться. А еще здесь есть экспозиция 3 яблок – Ньютона, Адама и Евы и Стива Джобса. Но почему-то скульптуру Стива Джобса мы не увидели. В этот раз мы решили не углубляться в лес, а пройти через мостик влюбленных обратно к озеру. Мост 4 евангелистов соединяет парк с францисканской дорогой, которая ведет к храму Святой Екатерины. И это очень необычный храм, выглядит интересно. Поесть мы решили на территории комплекса, здесь есть 3 ресторана, и мы выбрали колыбу. Мы заказали национальные блюда – печенью и бограч. Было вкусно. В часе езды от Ужгорода есть интересное село Лумшоры. Мы решили поехать посмотреть. Дорога туда очень живописная, но не всегда ровная. Лумшоры знамениты своим каскадом водопадов. И мы решили начать с самого высокого из них, водопада Давир. Его видно прямо с тропы, но спускаться именно в этом месте не очень удобно. Удобнее перейти на противоположную сторону реки по мосту. Мы так и сделали. И встретили маленькую жабку.
С этого берега реки удобнее спуститься вниз и полазить по камням. Но будьте осторожны, потому что камни могут быть мокрые и скользкие. Ну и вообще горная река — это не самое безопасное место, хоть она и довольно мелкая тут. Поток воды такой мощный, что камни стали совсем гладкими. В этот день мы проголодались раньше обычного и решили сразу же устроить пикник. С собой у нас были бутерброды с шовдарем. Шовдар — это такое закарпатское вяленое копченое мясо, аналог прошутто или хамона. Очень вкусно. Если вы не пробовали, то поищите в сельпо, мы покупали именно там. Ну а если вам интересна кухня Закарпатья, что интересного тут можно попробовать из локальной еды, то обязательно подписывайтесь, скоро у нас будет выпуск именно про закарпатскую еду. Ну а потом Игорь все же решил спуститься по тому не самому удобному пути к водопаду, потому что именно оттуда лучший ракурс для фото и видео. Посмотрите, как выглядит водопад снизу. А потом мы пошли вверх по реке посмотреть другие водопады и наткнулись на такую вот базу отдыха с чанами прямо на горной реке. Вот и следующий водопад. Вообще на этой реке 5 крупных и несколько мелких водопадов, но мы решили уже разворачиваться, потому что нас ждало еще одно интересное место. Перед этим мы снова решили подкрепиться, и прямо на выезде из Лумшор возле дороги мы увидели колыбу. Решили остановиться, и не зря. Здесь можно было поесть внутри, такое аутентичное здание, и снаружи. Во дворе прудик, в котором можно поймать форель, и здесь же ее вам и приготовят. Мы заказали бограч. Это один из самых популярных супов в этой местности. Это довольно острый суп, и в нем много разных видов мяса. Мне он очень нравится, вкусный. Он вообще распространен в Карпатах, Закарпатье, Венгрии. Давайте пробовать. Бограч был вкусный, а после еды мы решили прогуляться по территории и посмотреть, что еще здесь есть интересного. И здесь есть знаменитые лумшорские чаны, после которых можно окунуться в прохладной горной реке. Еще здесь живут кролики. Вообще двор очень приятный, с качелями, стогами сена и камнем в виде опришка. Из Лумшор можно подняться на полонину Руну. Пока мы искали начало маршрута, встретили пару пожилых туристов, которые как раз спустились с полонины. Они отговорили нас подниматься пешком, по дороге много грязи, и это бы заняло много времени. Вместо этого посоветовали доехать на полонину на машине через село Липовец и провести больше времени на самой полонине. Оказалось, на Руну ведет старая военная дорога. Дед меня заверил, что там даже на «Жигулях» ездят. И до Липовца мы доехали без особых проблем за полчаса. Навигатор показывал до полонины ехать еще 9 километров и еще полчаса. Чем выше поднимались, тем дорога становилась более и более разбитой, но и более живописной. Думаю, на «Жигулях» тут бы было очень непросто. Кое-где возле дороги растут вот такие гигантские растения, выше Юлиного роста. По-моему, это борщевик, и он вызывает ожоги, поэтому будьте с ним аккуратны. Бетонная дорога привела нас прямо на полонину, и здесь мы увидели руины военного объекта. Это одна из станций передачи связи из тропосферной сети управления связи БАРС, которая во времена Холодной войны должна была обеспечивать связь между странами Варшавского договора. Интересно было посмотреть, что же там внутри. Но внутри ничего, кроме бетона, не осталось, а раньше тут был настоящий бункер. Кто же знал, что спустя много лет он бы мог и пригодиться. На полонине был сильный ветер, и Юля решила утеплиться. С нами в машине всегда ездит плед как раз для таких случаев.
Недалеко есть руины еще одного здания. Его мы тоже решили посмотреть. Оно примерно в таком же состоянии, как и первое, ничего интересного внутри не оказалось. На полонину во времена Второй мировой войны десантировались партизаны, и тут в память о них установили несколько обелисков и крест. Сегодня веду репортаж из-под пледа. На самом деле удивительное разнообразие природы, потому что только сегодня утром мы плавились от жары в Ужгороде в шортах и отъехали совсем недалеко, всего лишь в часе езды в Умшорах, уже было вполне комфортно в джинсах, а здесь на полонине, как видите, я уже в плед кутаюсь. Такая вот разнообразная природа Украины. Полонина Руна – это самая большая полонина Карпат. Руна в переводе с закарпатского диалекта значит ровная, и она действительно довольно ровная и очень протяженная. Мы, к сожалению, довольно поздно приехали и очень мало успели погулять, но на самом деле здесь есть чем заняться, нужно приезжать пораньше и, возможно, даже несколько дней гулять, брать палатки и оставаться. Наш сегодняшний выпуск про Закарпатье подошел к концу, но в этом регионе еще очень много интересных мест. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео про Закарпатье. Всем пока и до встречи на нашем канале!